Вот вам и вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами. Женщины трахаются с мужчинами, которых они уважают. Вот и все. Они не трахаются с мужчинами, которые им нравятся. Они не трахаются с мужчинами, которых любят. Они трахаются с мужчинами, которых уважают. Если она любит тебя и не уважает, она не будет заниматься с тобой сексом. У меня есть женщины, которые уважают меня и чертовски ненавидят, но они здесь каждый раз, когда я звоню. Так что если они тебя уважают, то обязательно переспят с тобой. И это является чем-то биологическим и эволюционным. Они трахаются с мужчинами, которых уважают. Так как же тебе удается заставить женщин уважать тебя? Во-первых, ты должен быть достоин уважения как личность. В этом нет ничего плохого, если ты достоин уважения и достоин того, чтобы тебя уважали. Но во-вторых, ты не можешь допустить вопиющего неуважения. Так что если ты позволяешь ей проявлять к тебе явное неуважение и терпишь это, то ты создаешь прецедент. А это значит, с какой стати мне вообще уважать этого парня? Я постоянно говорю это парням. У меня было множество парней, которые приходили ко мне за коучингом и все такое прочее и говорили: «Моя женщина меня не уважает». Да-да-да-да. И я говорю: послушай, гораздо труднее исправить то, что сломано, чем просто никогда не позволять этому идти не так, как надо с самого начала. Ты прав. С того самого момента, как вы познакомились, ты должен был быть мужчиной. И ты им можешь быть, тебе вовсе не обязательно быть мудаком. Ты не должен быть агрессивным. Я сяду рядом с девушкой и очень вежливо скажу: послушай, если у нас будут отношения, если я буду относиться к тебе серьезно, у тебя не будет друзей-мужчин. Если ты хочешь общаться с целой кучей мужчин, то я не собираюсь воспринимать тебя всерьез. Что значит, ты хочешь отнестись ко мне серьезно? Я имею в виду, что мы можем трахаться, но я не собираюсь. Я никогда не буду смотреть на тебя как на серьезный материал. Идея в том, чтобы принять решение, лежит на тебе. Если ты хочешь быть серьезным, ты не будешь разговаривать с этими парнями. Если ты захочешь поговорить с этими парнями, я буду иногда трахать тебя. Решай сам. И я возлагаю это на них самих. И теперь, если они решат оставить у себя всех своих друзей-мужчин, то это означает, что она предпочла эти дружеские отношения мне. А это значит, что рано или поздно она все равно изменит им. А через сколько времени она все равно запрыгнет на новый член. Так с чего бы мне вообще расстраиваться по этому поводу? Но большинство мужчин слишком напуганы, чтобы просто поставить ультиматум. А вот и нет. Тебе вовсе не обязательно выдвигать ультиматум каким-то страшным, громким и дерзким способом. Просто внеси ясность. Послушай, любая женщина, с которой я встречаюсь и к которой отношусь серьезно, не водится с другими мужчинами. Так что это твой выбор. И в этом-то все и дело, но большинство мужчин ничего не говорят. Они пустили все на самотек и позволили ему полностью сломаться, а потом пришли ко мне и спросили, как мне это починить. Это звучит так: ты должен сделать это сам, а не допустить, чтобы оно сломалось в первую очередь. Тебе нужно понять свои границы и ожидания как мужчины, и ты должен установить их, и ты должен быть уверен, что она им соответствует и придерживается их. А если она этого не сделает, тебе придется найти кого-нибудь другого. И это еще одна вещь, о которой я говорю, когда говорю о том, чтобы быть плейбоем. Ко мне многие парни подходят и говорят: «О, Тейт, но я не хочу быть таким плейбоем, как ты». Я говорю: послушай, если ты хочешь быть счастливым в браке, лучшее, чем ты можешь быть, это быть плейбоем. Да, это лучшее, что ты можешь сделать, потому что ты узнаешь целую кучу нового о женщинах. У тебя будет целый ряд вариантов выбора в качестве жены. Если ты остановишься на одном варианте, то единственная цыпочка, с которой ты познакомился, может оказаться придурком. Некоторые женщины просто придурки. Ты знаешь, некоторых женщин слишком сильно трахали слишком много раз, слишком много больших страшных парней, и они просто не хотят больше ничего слушать. Так что, похоже, быть плейбоем — это очень важно. Но да, абсолютно точно для того, чтобы установить свои границы и все такое прочее, и убедиться в том, что тебя не уважают, главное — это мужчина. И это самое главное, самое главное, самое главное. Большинство мужчин не готовы к тому, чтобы просто так уйти. Да, именно так. А если ты не готов к тому, чтобы уйти, значит, у тебя нет никакого оружия. Если она знает, что несмотря ни на что ты не уйдешь, тогда какое же оружие у тебя есть? Что бы ты ни сказал, кричи, 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 уезжай куда-нибудь на несколько дней, что угодно. Она знает, что ты обязательно вернешься. Она сказала, что у тебя нет никакого оружия. Второй день представь, что к тебе пришла девушка и сказала: что бы ты ни делал, сколько бы раз ты ни изменял, несмотря ни на что, я никогда не уйду. Подумай обо всем том дерьме, которым ты занимаешься. Я знаю, что так оно и есть. Так вот в чем все дело. Так вот, как мужчина, если ты никогда не будешь готов уйти, тебя никогда не будут уважать. Уважение и женщина, думающая, знаешь, что он может просто бросить меня, это взаимосвязанные вещи. Они просто обязаны быть рядом. Так что ты должен иметь в виду именно то, что говоришь. Ты должен дать ей понять, что есть некоторые вещи, которые я не потерплю, и если ты будешь издеваться надо мной, я уйду. А если ты уйдешь, она не будет преследовать тебя, значит, она ушла. По крайней мере, ты избавил себя от гребаного неприятного развода, от того, чтобы тебя изменили и всего такого дерьма. Просто покончи с этим прямо сейчас и сэкономь себе кучу времени.
времени. Но мужчины слишком боятся выдернуть вилку из розетки, потому что они становятся зависимыми от киски и не верят, что смогут получить еще больше киски, и у них все портится. И в этом заключается одно из преимуществ того, чтобы быть плейбоем. Я могу бросить любую цыпочку, потому что у меня есть еще 10 девушек. Если она будет вести себя неправильно, я просто заменю ее на ночь, и к следующему дню я буду чувствовать себя лучше. Я переживаю разрыв отношений раз в неделю. Я уже привык к этому. Мне на это наплевать. И это просто похоже на то, что это часть игры. Так что ты должен быть готов к тому, что уйдешь как мужчина. Так что ты должен посмотреть на любые отношения, в которых ты состоишь, и сказать: хорошо, я хороший парень. Я люблю ее, она любит меня, но у меня есть границы дозволенного, и если она будет трахаться с ним, мне придется уйти. Это чистая правда. В противном случае тебя никогда не будут уважать.